Хороводы, прыжки через костер, увлекательные игры и зажигательные танцы. Крымчане отметили один из главных летних славянских праздников. Его провели во многих странах СНГ, Крым не стал исключением. К примеру, в Красных пещерах прошел фестиваль «Ой на Ивана, да на Купала». Хорошее настроение и отдых на природе не смогла испортить непогода. Несмотря на дождь, жители и гости полуострова не расходились до позднего вечера. Только так, пройдя обряд очищения водой, можно было попасть на праздник. Также на входе раздавали радужные ленточки. Каждый цвет имеет свое значение. Завязывали их на ветках дерева желаний. Красный цвет, да, как сказали мне, это к любви. Зеленый к деньгам, да, финансовое здоровье. Еще с давних времен считалось, Купальский день наполнен волшебством и магией. Поэтому молодые девушки проводили обряды, гадали и пытались узнать свою судьбу. На Ивана Купала принято собирать травы. Считается, что в этот день многие растения приобретают целебную силу. Обычно из них делают домашние обереги и вот такие венки. Для своего головного убора Лариса насобирала все цветы, которые нашла. Она не только умеет его правильно плести, но и знает, как с помощью венка найти жениха. Все травы, которые сейчас цветут, растут, все можно вплетать в веночек. Это же Ивана Купала, девичий праздник. Пустим по реке, пусть жениха будем искать. Те, кто уже нашел свою вторую половину, могли прямо здесь, на поляне, расписаться в ЗАГСе. Семья Семяшкиных из Евпатории в браке уже 20 лет. Однако, узнав о такой возможности, решили вновь связать себя узами Гименея. Наступает время клятвы. Сочетайте вы ее и без лишних обещаний выполняйте все. Клянусь любить и уважать, как мужа чтить и обнимать. Клянусь всегда быть рядом, жену лаская взглядом. А вот для самых смелых и сильных организаторы подготовили исконно русскую забаву. Им необходимо было залезть на столб. На самом верху приз. Дмитрий из Симферополя один из тех, кому это сделать удалось. Говорит, помогла хорошая физическая подготовка. Он регулярно занимается спортом и играет в футбол. Лезть нормально. Там именно нужно удержаться, чтобы раскрутить. Конкурсы, хороводы и обливание водой. Скучать на празднике не пришлось. И даже несмотря на то, что периодически шел дождь, люди не расходились. Гуляли прямо по лужам. Это хорошая примета, ведь сегодня водой очищаются. Самое главное – хороводы. Хороводы, очищение водой, огнем и целебными травами. Сегодня присутствуют на мероприятии гости из, скажем, большой России. Этот праздник еще несколько лет назад приобрел название международного. Я считаю, что очень даже объединяет. Люди разных вероисповеданий и национальностей приходят на этот праздник, просто отдыхают душой и телом. Продолжился праздник танцами. С главной сцены звучали зажигательные песни в исполнении творческих коллективов и артистов из Симферополя. Ольга Савенко, Александр Тегнередно. Время новостей. Симферопольский район.